Пхеньяне торжественно встретили северокорейских военных, вернувшихся из России. Государственные СМИ сообщают, что на церемонии присутствовал Ким Чен Ын, который назвал действия бойцов героическими и поблагодарил их за выполнение приказов Трудовой партии. По данным КНДР, 528-й инженерный полк около 4 месяцев выполнял боевые и инженерные задачи в Курской области России во время войны против Украины. На кадрах видно, как солдаты возвращаются на самолете с российским флагом, маршируют по Пхеньяну, а диктатор приветствует раненых военнослужащих. Ранее Минобороны России заявляла, что северокорейские войска помогали отражать украинское наступление и участвовали в разминировании. Южнокорейские, украинские и западные источники оценивают потери КНДР более чем в 6 тысяч человек из примерно 14 тысяч направленных в Россию солдат. Украинский проект «Хочу жить», который занимается обменом пленных, опубликовал полный список граждан Беларуси, освобожденных 13 декабря. В нем имена 109 человек. Проект подтвердил, что в Украину вывезли Виктора Бабарика, Марию Колесникову, Павла Северинца, Александра Федуту, Максима Знака, Марину Золотову, Владимира Лобковича, Викторию Кульшу, Елену Гнаук. Вот как комментирует процесс переговоров и освобождения политзаключенных специальный посланник Белого дома по Беларуси Джон Коул. Я считаю, что президент Лукашенко, которому за это следует отдать должное, действительно заслуживает большой благодарности. Я думаю, он движется вперед. Он хочет более нормализованных отношений с Соединенными Штатами и Западом. Мы движемся в этом направлении. И по мере того, как мы идем этим путем, я думаю, он открыт и к дальнейшей нормализации отношений с другими странами. В результате месяцев переговоров общее число освобожденных составляет около 300 человек. И один из важных моментов — это поддержка, которую я получил от президента Трампа и госсекретаря Рубио. Президент Лукашенко это видит, другие это видят, и это имеет большое значение. Кроме того, Джон Коул добавил, что США удалось добиться обещания от Лукашенко, что полеты белорусских воздушных шаров и метеозондов, срывающие авиасообщения в Литве, прекратятся. Он недавно согласился сделать все возможное, чтобы остановить эти шары. И я знаю, что Литва сделала все возможное, чтобы перекрыть получателей сигарет или чего там еще. Так что, думаю, обе стороны работают. Я считаю, что президент Беларуси искренне пытается разрядить ситуацию. Думаю, на это потребуется время, но проблему можно решить. Он хочет нормальных отношений с соседями. По крайней мере, он меня в этом заверил. У меня с Лукашенко хорошие рабочие отношения. И я ему верю, когда он говорит, что занимается этим вопросом и пытается его решить. Посмотрим. В будущем увидим. А вот как прокомментировала освобождение 123 политзаключенных лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Сейчас мы ждем еще только 8 человек. Здесь, в посольстве, 7 иностранцев и остальных. Этих людей неожиданно отправили в Украину. Но мы очень рады, что они в нормальном состоянии. Мы видели Марию Колесникову, ее улыбку, Виктора Бабарика, Максима Знака. Конечно, за решеткой остаются сотни людей. Мы думали обо всех, но... Нет, это процесс переговоров. Сейчас команда Бабарика будет включена в список. И, надеюсь, они присоединятся к нашему движению. Мы станем сильнее. Лауреат Нобелевской премии мира из Беларуси Олесь Беляцкий заявил в субботу, 13 декабря, что готов продолжить свою работу правозащитника после освобождения вместе с другими заключенными по итогам переговоров между Беларусью и Соединенными Штатами. Еще утром, глубоко ночью, я был в тюрьме, лежал там, так сказать, абсолютно в других условиях, на нарах, в помещении, где было там почти 40 человек. И сейчас я на свободе, конечно, ощущение, учитывая, что 4,5 года провел в таких условиях, в тюрьме, то сейчас ощущение еще не совсем понятное для меня. Но я думаю, что достаточно быстро освоюсь, и приму действительно то, что я на свободе, то, что я в свободной стране. Военно-морские силы Украины обвинили Россию в целенаправленной атаке на турецкое торговое судно. По данным украинской стороны, в субботу российский дрон ударил по судну «Вива», перевозившему подсолнечное масло из Украины в Египет. На борту находились 11 граждан Турции. Пострадавших нет, судно продолжает путь в порт назначения. ВМС Украины заявили, что удар нанесли в открытом море, в исключительной экономической зоне Украины, вне зоны действия украинской ПВО, что, по их оценке, нарушает международное морское право. Украинские военные сообщили, что поддерживают связь с капитаном. Днем ранее Россия атаковала 2 украинских порта. По данным ВМС Украины, повреждены 3 судна турецких компаний, на одном произошел крупный пожар. Атаки последовали после заявлений Москвы о возможном отрезании Украины от моря в ответ на удары Киева по так называемому теневому флоту России, перевозящему нефть. Украина в обновленной версии мирного плана отвергла 2 ключевых пункта, на которых настаивает Владимир Путин. Как пишет The New York Times, Киев исключил положение о выводе войск с Донбасса и отказе от вступления в НАТО.
По данным издания, Украина не готова полностью выводить силы из Донецкой области и сохраняет право самостоятельно решать вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу. Контрпредложение направили в Вашингтон после серии интенсивных дипломатических контактов Владимира Зеленского в Лондоне, Брюсселе и Риме, а также переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. В The New York Times отмечают, что такие условия, вероятно, не устроят Россию, требующую территориальных уступок и блокирования пути Украины в НАТО. Издание также сомневается, что план поддержит Дональд Трамп. Ожидается, что документ обсудят на встрече спецпосланника США Стива Уиткофа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Берлине. Сейчас мы готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. В Берлине будет много событий. Состоится доклад Умерова и нашей переговорной команды по контактам, которые уже прошли. Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Параллельно продолжаются переговоры украинских правительственных представителей с США и Европой о реальном восстановлении Украины и ее реальном развитии после войны. Самое главное, у меня запланированы встречи с представителями президента Трампа, а также встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами, по фундаменту мира, политическому соглашению о завершении войны. Громкая и скандальная речь немецкого канцлера Фридриха Мерца на съезде ХСС в Мюнхене. Всего за 45 минут он наговорил на несколько крупных политических стычек, назвал Трампа и Путина ультраправыми политиками. Кроме того, Путина Мерц сравнил с Адольфом Гитлером во время захвата Судетской области Чехословакии. Также Фридрих Мерц считает, что сейчас происходит тектонический сдвиг в мировых политических и экономических центрах власти. Полный масштаб происходящего в мире, вероятно, станет понятен лишь спустя много лет. Да, мы не воюем, но мы больше не живем в мире. И нам необходимо четко это понимать, приступая к решению задач, которые нам сейчас предстоят. И, кстати, 24 февраля 2022 года не был первым днем. На самом деле, май 2014 года — это тот день, когда мы должны были это знать. И я хорошо это помню. Именно тогда была опубликована знаменитая книга Кристофера Кларка о лунатиках. И многие из тех, кто в то время нес политическую ответственность в Европе, ссылались на эту книгу и проводили аналогию между 1914 и 2014 годами. Исторические аналогии всегда следует проводить с осторожностью. Но вывод о том, что нам следует сейчас избегать столь же тихого и незаметного втягивания в конфликт, как в 1914 году, по крайней мере задним числом, оказался принципиально ошибочной исторической аналогией. Вероятно, было бы точнее использовать в качестве исторической аналогии 1938 год. На самом деле, именно такую картину мы должны были наблюдать еще в 2014 году. А с 2022 года, самое позднее, мы знаем, что это российская агрессивная война против Украины, против Европы. И если Украина падет, этому не будет конца. И точно так же, как Судетской области в 1938 году оказалось недостаточно, Путин не остановится. И любой, кто до сих пор считает, что он сделал достаточно, должен внимательно проанализировать его стратегии, документы, речи и публичные выступления. Нет, мои дорогие друзья, речь идет о фундаментальном изменении границ в Европе, о восстановлении старого Советского Союза в его пределах, что представляет собой масштабную угрозу, в том числе военную, для стран, которые когда-то принадлежали этой империи. Поэтому, на мой взгляд, важнейшим приоритетом в области внешней политики и политики безопасности сейчас является, во-первых, обеспечение осознания этого факта, и, во-вторых, обеспечение продолжения оказания помощи Украине, чтобы мы не ставили это под сомнение и чтобы все это было связано с единством Европы. И я еще раз включаю Соединенное Королевство в эти стратегические соображения. Мы должны стараться как можно дольше сохранять НАТО и Западный альянс, но также инвестировать в собственные оборонные возможности, чтобы сдерживание снова работало. Мы внесли поправки в закон о воинской повинности и первоначально пытаемся добиться необходимого роста наших вооруженных сил на основе добровольной службы. Это тоже непростое решение. И некоторые из нас, включая меня, возможно, предпочли бы более далеко идущие решения. Но мы оставляем за собой право на это. Если нам не удастся так быстро увеличить численность солдат, как это необходимо, то до конца этого законодательного периода мы должны обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере, для молодых мужчин,
Мы пока не можем включить в них женщин, потому что это не предусмотрено основным законом. Я бы предпочел, чтобы это изменилось. Дорогие друзья, я хотел бы ввести в нашей стране обязательный год социальной службы, потому что я твердо убежден, что значительная часть молодого поколения готова служить этой стране. А если это невозможно сделать на основе обязательной службы, то мы, безусловно, хотим сделать ее максимально привлекательной для добровольного участия. Потому что именно в этом наш ответ молодому поколению. Эта страна предлагает множество возможностей. И мало какие страны могут предложить больше возможностей, чем Германия. Но мы также хотим, чтобы вы внесли свой вклад, чтобы эта страна могла мирно и свободно двигаться в будущее. В настоящее время мы делаем это на добровольной основе. И если потребуется, в течение этого законодательного периода мы сделаем это обязательным. Мы делаем все это именно для того, чтобы стать способными защитить себя. В Провиденсе, штат Род-Айленд, США, продолжается масштабная операция по поиску подозреваемого после стрельбы в университете Брауна, произошедшей в субботу, 13 декабря. По данным властей, нападавший открыл огонь в инженерном корпусе Барусы Холли, когда там проходили экзамены, после чего скрылся. В расследовании задействованы крупные силы полиции, район вокруг кампуса был перекрыт, а жителей и студентов призывали избегать этой зоны и соблюдать меры безопасности. По официальной информации, в результате атаки погибли 2 человека. 8 получили критические ранения. Отдельно сообщалось еще об одном пострадавшем, который был ранен. Всем раненым оказали помощь, их доставили в больницу, при этом власти подчеркивали, что часть пострадавших находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Подозреваемого разыскивают как мужчину в темной одежде. Городские службы также распространили видеокадры, на которых, как утверждается, зафиксирован человек, покидающий район происшествия. После стрельбы на территории университета вводились ограничения и режим укрытия, а студентов, находившихся в изоляции в зданиях кампуса, поздно вечером начали организованно переводить в центр воссоединения, развернутый на спортивных объектах университета, в районе Нельсон Фитнес-центр. Полиция продолжала проверять здания и прилегающие улицы, усилив присутствие патрулей и экстренных служб в окрестностях кампуса. Поиски подозреваемого, по сообщениям СМИ, продолжались и поздним вечером. По центру Лондона 13 декабря более 1000 велосипедистов в костюмах Санта-Клауса проехали праздничной колонной, отметив 11-ю годовщину благотворительного велопробега «Санта-Круз». Участники в рождественских образах стартовали у больницы Святого Томаса и проехали мимо известных достопримечательностей, включая Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец. Акция изначально появилась как инициатива BMX-райдера Стефана Райта, чья семья получала поддержку от благотворительной организации Evelina Children's Heart Organization, помогающей детям с сердечными заболеваниями. По словам организаторов, первый заезд собрал около 285 человек, а затем мероприятие стало ежегодной традицией и заметно выросло. Во время заезда участники собирали пожертвования у зрителей на улицах, чтобы поддержать работу благотворительной организации и людей, которые сталкиваются с внезапной госпитализацией детей и нуждаются в помощи. В Ла-Пасе, столице Боливии, 13 декабря прошел рождественский парад, в котором вместе с жителями участвовали их домашние животные. Мероприятие стало одной из традиционных праздничных акций города. По улицам прошли колонны с украшенными платформами, а владельцы вывели собак в тематических костюмах. От Санта-Клаусов и эльфов до Щелкунчика и персонажей рождественских сцен. По данным городского совета, в шествии приняли участие около 180 организаций, включая почти 40 клубов собаководов, а также более 140 празднично оформленных платформ, среди которых были композиции с 3 волхвами. Организаторы подчеркивают семейный формат события. Многие участники подбирали одинаковые наряды для себя и питомцев, демонстрируя отношение к животным как к полноценным членам семьи. Во время парада действовали отдельные правила безопасности и порядка. Продажа алкоголя была запрещена, чтобы сохранить спокойную атмосферу для семей с детьми и животных. Отдельно городские службы развернули пункт вакцинации, поскольку наличие прививок было одним из требований для допуска питомцев к участию. Власти Ла-Паса рассчитывают, что праздник привлечет еще больше людей, чем в прошлом году, когда, по оценкам, мероприятие собрало около 100 тысяч участников. Парад стал не только зрелищным открытием рождественского сезона, но и способом напомнить о культуре ответственного обращения с животными через контроль здоровья питомцев и организованное участие в массовых городских событиях,